Так. И это так. Друзья, сегодня будем рубить мясо. Рубить мясо, сделаем хороший фарш. А фарш это нам нужен для гамбургеров. Сегодня будем готовить гамбургер. Ну, гамбургеры эти будут у нас с кавказским акцентом. То есть это будут не гамбургеры, а кавказбургеры. А что именно гамбургеры эти сделают кавказскими, вы сейчас сами увидите. Как положено быть гамбургеру, значит фарш у нас будет чисто говяжий. Но для жира я решил добавить немножко курдюк. Вот тебе кавказскость номер 1. Поехали дальше. Значит, вот наша говядина. Она довольно-таки постная. И за это ее нужно обязательно разбавить вот таким курдюком. Так, поехали, друзья. Друзья, рубка мяса вот такими двумя топориками, я уверяю вас, не занимает очень много времени. То есть времени нужно совсем немножко больше, чем если бы я это мясо пропускал через мясорубку. Так что, если кто не решается, дерзайте, как говорится. Друзья, как вам мое изобретение? Вот этот вот фартук вокруг пенька. Очень удобно. Если бы его не было, сейчас половина мяса уже было бы за бортом, как говорится. Так что идея бесплатная. Берите, кто хотите. Так, это у нас вторая партия. Да. Так, остался курдюк. Курдюк тоже сюда, ребята. Покрошим в мелкий винегрет, как говорится. Все, курдючок тоже готов. Туда его в фарш. Так, сейчас вот этот фарш нужно хорошенько вымесить, друзья. Посолить сначала. Поперчить. И замесить. Значит, вот так все сейчас хорошенько перемешаем. Курдюк с мясом. Вот так уже хорошенько вымесил, друзья. Минут 10. Я думаю, настолько прям тщательно, как для люля-кебаба, не обязательно. Потому что у нас падать никуда не будет. Но вымесить все-таки надо. Для такой однородности, плотности. Так, друзья, пока наш фарш отстаивается в холодильнике, мы подготовим соус. Это у нас простой кетчуп. Классический, так скажем, в который мы еще добавим чили соус, чтобы он был более острый, более кавказский. Также мы добавим сюда немножко тимьяна или чабреца. Вот так перемешаем.
Так, соус готов. Берем красный лук. Нарезаем его тоненько-тоненько, полукольцами. Немножко кинзы. Без кинзы на Кавказе никуда. Теперь возьмем помидорки. Мясо у нас готово, чуть-чуть подморозилось слегка. Сейчас будем лепить котлетки. Так, чуть-чуть я смажу доску маслом, чтобы у нас мясо не прилипало. И вот первая котлетка. Так, раздавим. Так. Чуть-чуть подровняем края. Значит, котлета обычно на бургер делают довольно-таки тонкой. Я бы даже сказал, очень тонкой. Но мы сделаем чуть-чуть толще. Вот так, я думаю, будет нормально. Поставим сетку, пусть она прокалится. И вернемся к котлеткам. Теперь наши булочки мы должны разрезать на две части каждую. И до котлет мы отправим их на сетку, чуть-чуть поджариться с каждой стороны. Я вам скажу, для чего это нужно делать. Ну, во-первых, для вкуса, так, хрустящий и так далее. И потом тесто у этой булки настолько нежное, если ее вот в таком состоянии сразу обмазать соусом, она будет прям разваливаться на руках. А вот эта корочка легкая, она придаст как бы прочность, да, этой булки. Так, вот так, друзья. Все, много не надо. Легкая корочка достаточно. Все, пришло время котлеток. Значит, вот так аккуратненько снимаем и поехали. Друзья, уже пошел такой шашлычный запах приятный. Там наш курдючок, он придает особый аромат. Я думаю, вот судя по толщине этих котлеток, ну, наверное, минуты по 3, по 4 с каждой стороны, не больше. Сейчас проверим. Ух ты, готово.
Есть контакт. Друзья, а еще немножко мы нарежем тоненько сюда курдюк. Это наш секретный ингредиент кавказский. Это наша добавка к гамбургерам. Так, друзья, теперь сверху на каждую котлетку кладем сыр. Так. На один сыра не хватило, друзья. Это будет без сыра. Так, все, собираем. Они у нас, котлетки, готовы. Друзья, и теперь курдюк. Наш секретный ингредиент. Все, друзья, собираем наши гамбургеры, кавказбургеры. Так, значит, кладем обе части. Сначала соус. Вот так. Обмазываем. Потом нам нужен лист салата. Он немножко большой. Мы его подровняем. И вот на каждый этот отправляем лист салата. Потом идет наша котлетка с сыром. Вот так, сверху. Потом у нас идут помидорки. Вот так. Лучок с кинзой. Так. И закрываем крышку. Вот он, первый готов. А последние два, друзья, я уже соберу с курдюком. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Салат. Теперь наши аппетитные курдючки вот сюда. Вот так. Это эксперимент, друзья. Из-за этого я его не сделал много. Посмотреть, как выйдет. Так, сверху котлетки. Одну сюда. Одну сюда. Помидорки. Посыпка. И закрываем крышечками. Так. И это так. Так, наши гамбургеры, кавказбургеры готовы, друзья. Как вы думаете, какой я начну пробовать? Конечно же, вот этот, который у нас с курдючком. Посмотрите, как это выглядит. Посмотрите сюда. А теперь смотрите на меня. Как это кушается. Друзья, гамбургеры, которые мы немножко обогатили на свой манер, и в итоге получили кавказбургеры, получились очень вкусные.
Во-первых, сочная котлета, хоть она и говяжья, но вот этот курдюк добавил туда сока. Ну и дополнительная прослоечка курдюка. Мне кажется, она не помешала, только добавила вкус. Такие я еще не пробовал без курдюка, но это уже не на камеру. Но этот вышел просто супер. Рецепт сам видели, простой, ничего сложного нету. То есть можно иногда, как говорится, и не шашлыки сделать, а вот так, как говорится, перекус на всю семью, сделать такие 5-10 гамбургеров, кавказбургеров и очень вкусно покушать. Так что спасибо, друзья, спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, посещайте нас, мы будем вас всех очень ждать. Спасибо большое, до свидания.